Здравствуйте! По многочисленным заявкам гадание для разведенных людей. Гадание в 3 вариантах. Пожалуйста, выберите свой. 1, 2 и 3. Карты Таро. Висконти для вас. Карты Таро. Кошачий глаз — это 2 вариант, тоже для вас карты. И царское Таро. 3 вариант. Раз, два, три. 3 варианта. Гадание для разведенных людей. Первый вариант гадания будет на личную жизнь для разведенных людей. Прошлое, настоящее и будущее в личной жизни мы оценим для вас, а также спросим у карты советы, где вам искать эту самую счастливую личную жизнь, прошлое, настоящее и будущее. Я прошу вас, дорогие зрители, участвующие в гадании, настройтесь на карты, настройтесь получить полезные и содержательные указания карт. Попробуйте доверять себе, своей интуиции, своему прошлому. Попробуйте доверять картам, судьбе, моему голосу. Итак, ваша личная жизнь для вас, если вы разведены и выбрали именно первый вариант. Карт может быть в этом раскладе много, может быть не очень. Я сама увижу, сколько нам карт потребуется, где нужно будет доставать какие-то дополнительные карты из колоды, где будет понятно это все с одной. Какие-то карты требуют соседних соответствующих, какие-то обходятся без этого. Итак, сначала возьмемся за ваше прошлое. Вообще история выглядит очень перспективной, хотя и своеобразной. Но это о будущем, не будем забегать вперед. Сейчас про ваше прошлое в личной жизни. Ну, знаете, что-то все-таки у вас очень большое, очень крупное случилось в прошлой личной какой-то жизни. То есть вы довольно серьезный эпизод личный, любовный, романтический или брачный пережили. И нельзя сказать, что ваше прошлое невинное, пустое. Нельзя сказать, что вы как будто бы с нуля начинаете. Вот бывает такое, что с нуля начинаете личную жизнь. Вернее, вы ее начинаете с нуля, но прошлое очень значимо для вас сейчас. То, что было, то, что закончилось, то, что вы потеряли. Здесь вам на прошлое ведущая карта смерть выпадает. То есть понятно, что карта смерти описывает покидание, уход из жизни кого-то, чего-то. Это, конечно, довольно болезненные могли быть ситуации. Болезненный развод, просто болезненное расставание. Это был партнер, жизнь с которым, или встречание с которым, или тем более расставание или развод с которым очень сильно вашу жизнь перевернули. Был момент, когда вы решили, подумали, что больше ничего хорошего у вас в личной жизни не будет. Так бывает, и так и должно быть, когда заканчивается любовь, заканчивается какая-то любовная история. Естественно, если вы любили по-настоящему, вы будете думать, что это в последний раз, что никто больше не доберется до вашего сердца. Вот какой-то такой вот крупный эпизод. Ну, ощущалось это как потеря потерь. И действительно, почему только ощущалось? Большая печаль, видите, в прошлом, в личной жизни вам выпадает. Это не просто развод. Мое гадание вот для разведенных людей. Но карты описывают не просто развод, а разбитое сердце. Здесь 3 мечей выпадает. Это карта разбитого сердца. И это действительно очень большая потеря была для вас. Не просто там развод, расставание, а целый кусок жизни, отданный другому человеку или отданный слезам, расстройству, связанному с этим другим человеком.
В настоящем моменте, в настоящее время у вас, знаете, присутствует какая-то очень мощная присутствует мужская энергия в жизни. Видите, туз жезлов выпадает. Туз жезлов, ну то есть это же самая главная карта мужской энергии. Она как такой вот вектор, как такой огненный поток, соответственно. Видите, есть в вашей жизни сейчас какой-то мужчина, и он энергичный, ну то есть его чувства к вам большие, то, что вас связывает, может быть, работа, дружба или какие-то совместные интересы, общие знакомые и так далее. Это все, этого всего много. То есть и этого человека энергетически в вашей жизни очень много. Велико его желание, потому что такое туз жезлов? Это мужское желание, это мужская сила, это страсть. Однако ваши отношения не начинаются или не продолжаются с этим человеком, потому что все стоит на месте, все как будто бы на холостом ходу. То есть семерка пентаклей вам выпадает здесь, карта досады. Вроде бы ничего плохого не происходит и препятствий особо нет, но воз не двигается с места. Почему? Вот последующие карты нам должны рассказать, почему такой застой? Вы понимаете, две карты как будто противоречат даже друг другу. Есть чье-то желание быть с вами, и в то же время есть пустота. Пустота и движение настоящее, движение отсутствует. Так. Из вот этой вот истории, из того, что крутится сейчас вокруг вас, вот в вашей личной жизни, это внимание какого-то мужчины, интерес какого-то мужчины, причем разной степени близости. Это может быть мужчина, с которым вы вот развод был, да, но это может быть мужчина, с которым вы сейчас живете, например, или встречаетесь. И это может быть мужчина, который свои чувства даже к вам не обнаруживает, не показывает, то есть где-то в стороне ходит, присматривается, но как-то он какой-то нерешительный, что ли, не знаю. И вообще история вот эта перспективная. То есть если вам нужен такой ответ, стоит ли мне ответить взаимностью, вот, например, какому-то там Васе, Пете, который где-то на работе, например, у вас, не знаю, хоть в соседях явно вы ощущаете чей-то интерес. Если вы обратите внимание на ваше настоящее, то у вас будет вот такое будущее, говорит вам расклад. А большая любовь вас ждет. Причем здесь идет, видите, и жрица, и девятка кубков. То есть вы можете этого человека, который вот рядом с вами сейчас, вы можете этого человека полюбить и на простом каком-то бытовом уровне, ну, знаете, как женщина там влюбляется в мужчину. Также вы можете и в высоком смысле проникнуться, то есть полюбить этого человека в библейском смысле, по-настоящему, по-женски, интуитивно, с душой, с большим уважением, с совестью и так далее. История перспективная. Дойдет ли она до брака? Пожалуй, что пока нет, пока я такого здесь не вижу. Но в целом у вас явно не одиночество, карты не выдают одиночество. Вы можете его выбирать, например, потому что не соглашаетесь на чье-то внимание, но внимание это самое есть. То есть и это же вот эта вот мужская сила, мужской интерес, это может быть очень большая какая-то защита или движущая сила в жизни. То есть пусть это будет, хотя портрета конкретного человека здесь, наверное, и нет. Интересно, что, видите, карта повешенная, очень статичная, постоянная, советует вам на поиске настоящей любви или какого-то нового счастливого брака не пускаться, не отправляться. От вас сейчас требуется не делать буквально ничего, как раз наоборот, терпеливо ждать, остановиться, может быть, остановиться с выбором, остановить свои поиски, немножко проявить какую-то мудрость, привязанность, постоянство, потому что карта повешенная. Но это вообще карта описывает жертвы. То есть это тоже предложение для вас в пользу счастливой личной жизни, будущее от чего-то откупиться, что-то очень крупное отдать, какие-то свои козыри сдать судьбе на откуп, тогда вам прилетит к вам личная такая вот жизнь. Ждет вас новое знакомство, причем оно будет, я так вижу, что в перспективе до года. Здесь мы короткий срок берем, и
знакомство будет очень счастливо и очень-очень надолго. Очень надолго. То есть как бы с этим новым знакомым это будет человек, с которым вы, в принципе, можете много-много лет прожить вместе и даже до пенсии или до конца жизни. То есть вы встретите человека нового, с которым для вас предполагается прямо новый какой-то общий, вернее, совместный путь. Человек этот будет достаточно, судя по тому, что здесь пажи и рыцари, да, человек этот будет достаточно молодой, и вас с ним ждет, как вы думаете, какая жизнь, да, вот какая, вот вам кажется, какое слово просится у меня на язык? Богатая жизнь вас ждет, то есть такая защищенная, со всех сторон защищенная именно материально, очень такие, посмотрите, пентакли, пентакли на будущее в личной жизни. С одной стороны, пентакли — это такие земные стабильные карты, говорят, что ваши новые отношения, ваш новый брак будут полны верности и постоянства. То есть здесь безусловная какая-то верность, такая искренняя преданность супругов идет. А с другой стороны, масть — это денежная, и у вас очень материальное будущее хорошее вот в новой семье ждет. В новой семье. Здесь, может быть, не выпадают пока карты про брак вот официальный. Мы не видим этого дня, когда вы идете в ЗАГСе расписываться. Может быть, это не так важно. И довольно четкий портрет есть нового героя. Однозначно молодой, возможно, моложе вас. И имеет характеристики воздушные, наверное, по большей части. Хотя я сегодня припасла для вас вот эти карты оракула Симбалон. Они нам по знакам расскажут, какого знака жениха вам ждать. Но с человеком, с этим, этот человек придет в вашу жизнь вместе с делами. То есть вы его встретите, например, в работе или в бизнесе, и будет он такой очень умный, слегка капризный, острый на язык, но тем не менее, конечно, такой увлекающий герой. Про молодого я вам уже сказала. И несмотря на свою молодость, именно по отношению к вам проявит серьезность и готовность брать на себя ответственность. И самое главное, готовность какое-то бремя материальное нести. Я не знаю, не выглядит, может быть, этот человек прямо-таки генеральным спонсором каким-то для вас, но, тем не менее, видите, все денежные карты выпадают. И после девятки, видите, через пятерку десятка. Это очень интересная история. Видите, девятка, пятерка, десятка. Вот они вот таким обходным путем. То есть что карты говорят? Какой герой вам встретится? Это будет человек, в общем, самодостаточный. Вы встречаете парня, который не собирается жениться и живет холостой жизнью, вполне себе успешно, сам себя обслуживает, полностью справляется. Но именно после встречи с вами он понимает, что он настолько нуждается не просто в паре, не просто в браке, а нуждается именно в вас. Не может пятерка пентаклей, не может без вас обходиться, вдруг выясняется. И все его вот эти холостяцкие принципы тут же сдаются, и именно с вами он соглашается начать вот эту вот семейную жизнь, то есть объединить бюджеты, жить под одной крышей и стремиться к одному совместному будущему. Я вам пообещала, карта оракула Симбалон. Прекрасная история, прекрасная история. Кстати, я не исключаю, что вот это вот, то, что я про настоящее вам рассказала, этот туз жезлов, наличие мужского какого-то интереса, не исключено, что это тот же человек. То есть вы можете быть с ним уже где-то знакомы, или можете находиться примерно на одной территории. То есть этот человек в будущем, как будущий муж, как жених уже непосредственно выпадает. А сейчас он может быть просто вашим знакомым, вашим коллегой, вашим соседом, двоюродным братом вашей бывшей подруги, например. То есть где-то пересечения есть такие, есть пересечения. Ну и в то же время не исключено, что это новое будет знакомство, а мужчина из настоящего, наверное, просто
останется каким-то прекрасным дополнением в вашей жизни, украшением. Ну, итак, карта Оракула Символон. Видите, здесь идут вот такие вот парные соответствия по знакам и планетам-управителям. То есть карты эти очень хорошо дают характеристики людям. В частности, это зодиакальные, астрологические характеристики по знаку. Ну и вообще портрет, потому что они имеют название, они что-то описывают. Итак, портрет вашего будущего мужа. Угу. Серьезный человек, очень серьезный, упертый, упрямый. Почему-то карты сочли необходимым в первую очередь вам рассказать, что вы встретите именно упрямого человека. Видите, это здесь Овен мешается с Козерогом. Вы знаете, вот упрямее людей, наверное, просто не найти. Он будет очень мужественный, этот человек, потому что оба вот эти знаки, и Овен, и Козерог, они очень-очень мужские, а тем более в сочетании они дают и бесконечную смелость, мужественность, и в то же время умение не признавать авторитеты, и бесконечное честолюбие. То есть это будет герой, хоть и молодой, но, знаете, такой вечно готовый к борьбе, готовый броситься, может быть, и в спор, человек, который постоянно вызов какой-то бросает судьбе и другим людям, и в то же время очень честолюбивый, такой, который любит статусные вещи, который очень стремится сделать карьеру. Спасибо. Я прошу вас настроиться на гадание, позадавать картам ваши собственные вопросы. Мое гадание, напомню, для разведенных людей, безусловно, это гадание будет на личную жизнь. Прошлое, настоящее и будущее в личной жизни для вас мы сейчас оценим и посмотрим, как много вы потеряли в прошлом, насколько вам есть что оплакивать в прошлой вашей личной жизни. Ну и, конечно, узнаем, что вас ждет впереди, насколько интересные, вдохновляющие, важные для вас перспективы приготовила судьба. В моем раскладе он достаточно такой, расклад этот свободный, карт, поэтому здесь может быть где-то больше, где-то меньше. Я увижу, где нужны поясняющие соседние карты, а где можно обойтись, например, одной картой с ответом на один какой-то вопрос. Так, прошлое, настоящее, будущее. Прошлое, настоящее, будущее. Конечно, для вас. Так. Прошлое, но вообще-то все более или менее ясно. Не будем сюда дополнительную карту доставать. В прошлом, видите, у вас двойка кубков. Любовь была. Была любовь. Если вы хотите описание вашей прошлой любви, вашего прошлого брака, даже скорее, потому что мы про разведенных гадаем, в первую очередь речь о браке, конечно, идет. У вас была взаимная любовь с каким-то очень-очень похожим на вас человеком. Похожим во всем. Похожий по доходу, похожий по внешности, похожий по происхождению, похожий по образу мыслей, ну и так далее. То есть в целом вы были в браке с сильно подходящим для вас человеком. И, скорее всего, даже окружающие говорили, что вы красивая пара. Так всегда говорят про людей, когда мужчины и женщины такие похожие встречаются. Однако двойка кубков – это любовь не только взаимная, это хорошо, но она еще и немножко взаимовыгодна. То есть двойка кубков описывает, конечно, бесконечно искренний интерес двух человек друг к другу, но здесь каждый все-таки ищет немножко свою выгоду. Была ли в вашем разводе какая-то большая потеря? Ну что-то потеряли, безусловно, потому что была любовь. Двойка кубков – это карта про любовь. Любовь потеряли любовь. То есть это не пустое было, не пустое.
А в настоящем вы счастливы в личной жизни? Посмотрите, вам же карта Солнца выпадает. Как бы то там ни было, но явно про свою личную жизнь вы очень все хорошо понимаете, вам все ясно понятно, и есть что-то, что вас греет, или кто-то, кто вас греет, душу, сердце вам греет. То есть одиночеством-то это и не пахнет. Вообще спорная ситуация. Вот ваши настоящие в личной жизни. Много-много советов, даже предостережений дает восьмерка мечей здесь, конечно. Потому что, с одной стороны, карта Солнца вам выпадает. То есть это присутствие любви, это чей-то интерес, это страсть, ну, даже жар, что ли, сердечный какой-то. А с другой стороны, восьмерка мечей – это давление, принуждение, это какая-то интервенция, это чужие интересы. И это то, что вы принимаете в свою жизнь, или то, на что соглашаетесь под влиянием другого человека, а может быть иногда и даже нескольких других людей. Вполне возможно, что вы... Вот сейчас странно это прозвучит, но так часто бывает, что вы счастливы с каким-то очень доминирующим, контролирующим человеком. Знаете, с абьюзером до определенной поры, даже с настоящим каким-нибудь, можно быть очень-очень счастливой. Это дело в ваших личных характеристиках, может быть, в вашем гороскопе и вообще в тех ваших жизненных каких-то собственных сценариях. То есть, с одной стороны, вы все понимаете, и вам есть чему порадоваться в жизни, а с другой стороны, здесь очевидно манипуляции какие-то в вашу пользу. И тут есть о чем подумать, избавляться от этого или нет. Вообще карты говорят, что надо избавляться, потому что вот это та история любовная, которая есть сейчас в вашей жизни, она какая-то очень двойственная. С одной стороны страстная, с другой давящая, безусловно, на вас. И из этой истории, наверное, надо искать выход, потому что восьмерка мечей и несвобода – это всегда плохо. Отношения на этом не построишь добрые. Но и карты говорят, что этот какой-то выход найдется. Десятка кубков. Видите? Какой-то побег на волю все-таки из этой нынешней истории у вас есть. Побег на волю. Немножко, опять же, вынуждены. Вот все лежит за границами вашего выбора. Если в вашем прошлом браке, который уже прекратился, скорее всего, выбирали вы, брак был партнерский, то нынешние отношения, тем более их перспективы, совсем на это даже не похожи. Здесь давление, здесь ваше какое-то неудовольствие, такое вот идет. И даже, возможно, вас из этой истории нынешней вытягивают другие люди. Десятка кубков, возможно, ваша семья, ваши дети. То есть благодаря вашим детям вы как бы избавляетесь от этой истории, которая не очень честная, что ли, не очень красивая, самое главное, не очень свободная. Это история, в которой у вас маловато свободы. То есть, скажу я прямо, вот ваш прошлый брак и прошлый развод, мы гадаем сейчас именно разведенным людям, это было намного правильнее и здоровее, хоть и там выгоду вы искали оба, но все равно это было правильнее и здоровее того, что сейчас у вас есть, того, в чем вы сейчас участвуете, в какая-то любовная история. И очень-очень спорная со всех сторон, очень спорная. Надо ли это, я всегда, знаете, сомневаюсь и не знаю. И карты продолжают историю. То есть, чтобы быть счастливой в личной жизни, вам что нужно? Карта Шут, нулевой аркан, предлагает вам побег на волю. То есть вам нужно убежать, уехать, поменять жизнь, поменять место жительства, поменять работу, может быть, даже поменять внешность, я не говорю. Насколько, и карта не говорит, но видите, от вас предполагается решимость, риск и готовность все поменять. Потому что я не хочу нагнетать, но все-таки то, что сейчас у вас есть в личной жизни, это
опять же, по законам Таро, это не свобода, от которой нужно избавляться. То есть все как есть, вот сейчас оставить нельзя. Ни в коем случае нельзя. Вот. И то же самое нулевой аркан говорит. Менять жизнь, бежать, уезжать и меняться, вот это дорога к вашей личной жизни. Это самый выразительный, наверное, совет из всего этого вашего расклада. Даже не ожидала, что такой общий расклад может быть наполненным драматизмом и такими откровениями. Вот. Новое романтическое знакомство, новое, вернее, любовное знакомство вас ждет в период год. Как правило, год. Ну, в крайнем случае, это 1,5. То есть мы здесь оцениваем какие-то очень коротенькие такие, в общем-то, перспективы. Вам предстоит полюбить, вам предстоит очень сильно довериться, положиться на вашего нового партнера, вам предстоит ревновать и полюбить в двух ипостасях, ну, обо всем по порядку. Вот он, этот самый рыцарь кубков. Рассмотрите его портрет, это портрет вашего нового героя. Безусловно, рыцарь кубков – это водный романтический герой, достаточно молодой, хотя не обязательно по возрасту, может быть, он молод душой и сердцем. Вы встретите довольно скоро на жизненном пути вот такого романтического героя. Рыцарь кубков – это мужчина, который не только много чувствует, любви, да, романтики в сердце, но он еще и про эту любовь может говорить. Иногда это отсылка непосредственно к масти, к стихии, то есть вас ждет встреча с водным мужчиной. Это мужчина рак, скорпион или рыба. Хотя у меня для вас сегодня есть карта оракула Символон, и вот они будут рассказывать как раз о принадлежности к масти. И карта рекомендует вам встречать вот эту вот самую новую любовь. Конечно, я предполагаю, что у вас родился вопрос. Может быть, это не новая встреча, не новый человек, а вот тот, с кем вы пытаетесь строить личную жизнь сейчас. Не думаю, все-таки вряд ли. Карты очень разные, люди довольно разные тоже. Отношения тоже какие-то разные. И более детально встретится вам мужчина, ну, во-первых, мужчина с большой буквы, потому что здесь туз жезлов, главная карта мужской силы в колоде. И это большая страсть вас ждет. Причем встречная, ну, скорее всего, взаимная, хотя, наверное, туз жезлов в основном про мужскую страсть говорит, ваша позже придет, может быть, вы тоже присоединитесь. И гармония, знаете, это свет клином у мужчины, вот вашего нового, на вас сойдется свет клином, это называется. То есть для него никого и ничего не будет. Он ничего не будет, видите, замечать в своей жизни. Видите, да, карта мир. Вам суждено стать для вот этого нового мужчины прям целой вселенной, целым миром. Хорошо это, я думаю, многих женщин такой подход впечатляет, но на самом деле это хорошо, не спорю, но это очень-очень ответственно. Целиком принять на себя ожидания и надежды какого-то другого такого человека. Надеюсь, что вы справитесь. Конечно, карта мир, вместе тем более с этим тузом, говорит, что заряда страсти между вами хватит на очень-очень долгую совместную жизнь. Возможно, это будет роман и потом семейная жизнь протяженностью там, в десятки даже лет. То есть до пенсии будете вместе, а может быть и потом, после пенсии, на пенсии. Здесь нет карт про официальный законный брак, поэтому мы не будем с этим торопиться. Но карты говорят, что вам суждено вот именно полюбить, понимаете, да? То есть по чувствам, по набору, по накалу чувств вы с этим новым молодым человеком будете очень сравнимы. Ведь не случайно художник здесь изобразил котят одной и той же масти, одной и той же породы, видите? И вас будут похожи и оба на красном. Мужчина влюбится в вас вперед, вы немножко позже, но ответите ему все равно какой-то бесконечной, сильной взаимностью. Ну, конечно, где
любовь, где сильные чувства, там обязательно будет и ревность. Вот видите, кто-то идет выяснять отношения с соперницей. Готовьте когти, говорят карты. И чувства, две великие составляющие, две великие ипостаси любви. Романтическая, можно сказать, физическая любовь и любовь такая общегражданская, библейская. То есть вам суждено и понять этого человека, и простить, и, может быть, в чем-то очень так снисходительно и философски к нему относиться. Ну и шестерка пентаклей гарантирует вам в новом союзе, в новом браке дружбу, дружеские отношения. Это прекрасная история, мне нравится все. Мне нравится ваше прошлое, то есть с прошлым браком вы не промахнулись. Здесь по двойке кубков очень понятно. Брак по любви, правильный. Первый брак, особенно, он вот таким и должен быть. Мне немножко не нравится ваше настоящее. Какая-то такая история не очень, экологичная, да, не очень позитивная, так говорят. С настоящим нужно разбираться, что-то не совсем туда идет. Одну карту из оракула Символон, видите, здесь парные соответствия знаков зодиака и планет-покровителей. То есть астрологический портрет вашего нового мужчины мы здесь увидим. Какой он, хороший или плохой? Так, портрет очень спорный, но все-таки я думаю, что вы склонны выбирать мужчин неоднозначных, и отношения очень неоднозначны. Правда, я догадалась, да? Потому что кубков много, это говорит, что вы человек увлекающийся. Мечи в настоящем такие дурные присутствуют, то есть вы, может быть, любите истории немножко со страданиями. Так и здесь, вот оракул Символон говорит, видите, здесь у нас получается два знака сходятся в одном месте, близнецы и скорпион. Понятно, что из этого получается нечто совершенно изощренное. Это какую-то большую манипуляцию карты описывают. То есть и говорят, что мужчина, вот у него смешанные такие воздушные и водные характеристики. То есть он может быть близнецами, например, а внутри гороскоп водный. Или наоборот, Солнце у него может быть в Скорпионе, а внутри какие-то меркурианские активные характеристики. Меркурий на месте в Близнецах, например, у него. То есть встретится вам новый мужчина, с одной стороны, очень ловкий, с подвешенным языком, хитрый, коммерчески ориентированный, такой, который знает, с кем дружить и как жить. А с другой стороны, это будет очень мужественный, выносливый и такой скрытный человек с бурлящим каким-то вулканом из эмоций внутри. Спасибо. Я прошу вас настроиться на гадание, позадавать картам ваши собственные вопросы про ваше прошлое, настоящее и, самое главное, будущее в личной жизни. Наше гадание будет, конечно, про личную жизнь, про ваши романтические чувства, про ваши устремления, про то, что вы потеряли, естественно. Если мы гадаем сегодня разведенным людям, мы предполагаем, что у всех у вас есть какая-то травмирующая ситуация в прошлом. Каждый из вас ни с нуля, ни с чистого листа на сегодня начинает свою личную жизнь. Все это, безусловно, кажется грустным. И в то же время опыт, сын ошибок трудных, я надеюсь, поможет вам те же самые ошибки не повторять впереди. Видите, переворачивается пятерка кубков для вас разочарованы. Мы гадаем сейчас всем, кто выбрал третий вариант, и это люди разочарованные. Пока не похоже, что вы в целом хотите личную жизнь свою разнообразить. Прошлое, настоящее, будущее. Куда-то я буду доставать много карт, куда-то мало. Расклад это довольно произвольный. И где-то нужны будут соседние поясняющие карты, где-то мы разберемся буквально там с одной карты, ответим на какой-то вопрос. Ну, наша задача, самое главное,
раздать вам советы, раздать вам предсказания. Мы рассказываем, что вас ждет в личной жизни в ближайший год. Ну, может быть, максимум 1,5. Итак, за прошлое. Давайте за ваше прошлое возьмемся, потому что в самом названии видео, в самой нашей просьбе к картам уже содержится отсылочка к прошлому. Правда, мы говорим гадание для разведенных людей. То есть мы вспоминаем прошлое, счастливый брак, счастливый роман, потом, наверное, не очень счастливый развод. Итак, ваше прошлое, 10 пентаклей, семейная жизнь. Ну, здесь уж совсем все понятно. Семейная жизнь состоялась. То есть вот этот вот брак прошлый, его нельзя, ну, знаете, назвать или признать несостоявшимся или фиктивным, не случившимся. Аннулировать его нельзя ни на бумаге, ни в вашей голове, ни в вашем сердце. То есть семейная жизнь состоялась. Это и дети, и общий дом, и общий бюджет, и общие хозяйственные хлопоты. В общем, семья у вас была, тут мы ничего не скажем, не добавим. Эта карта, наверное, для многих развеивает сомнения. Развеивает сомнения на тему, а что это было, а нужен ли был этот брак прошлый, а можно ли его было сохранить. Как раз вот на этот вопрос, это можно отдельное гадание сделать такое, да, но здесь мы как раз не стремимся на этот вопрос ответить. Мы говорим о том, что семья состоялась, и этого нельзя отрицать. И был достаток, и было счастье, и была стабильность. Вот. Ну, так, не хочу вас расстраивать, но, наверное, было что вам терять. В настоящем карты вас описывают как королеву Пентаклей. И здесь у меня, я подозреваю, конечно же, два варианта. С одной стороны, вероятно, вы хоть и развелись и относите себя к разведенным, но вы собираетесь снова замуж, потому что королева Пентаклей – это карта жены в колоде Таро. Первый вариант. Либо вы все еще не выбрались из этого брака. То есть вы хоть и называете себя разведенным человеком, но на самом деле вы продолжаете себя ощущать женой и продолжаете выполнять обязанности и нести какой-то груз, какой-то, все обязанности, все бремена, правильно, все бремя связано с этим как бы прошлым браком. То есть вы остаетесь женой. Вот вы сейчас в роли жены. Это для ответственных характерно людей. Ответственные люди даже прекращают брак, прекращают брачные отношения, но все равно продолжают друг другу друг о друге заботиться, друг другу в чем-то помогать. И это же не так легко, когда ты привык за один день разом, иногда даже за один год. Невозможно сбросить с себя вот это вот ощущение, что ты все равно чья-то жена, хоть по документам это уже не так. Вот. И, тут я хочу, конечно, уточняющую карту для вас достать. Ага. И рыцарь Пентаклей здесь есть. Говорит, новый муж к вам напрашивается. Скорее всего, видите, Пентакли. Такое ощущение, что вот эта брачная история для вас не прекратилась. Как будто бы вы еще морально не покинули территорию прошлого брака. То есть еще продолжаете себя ощущать женой, замужней женщиной, и тут же встречаете нового жениха с серьезными намерениями, и получается у вас такая дорожка очень коротенькая из брака в брак. То есть, может быть, время, которое вы провели не замужем в этой жизни, исчисляется, не знаю, месяцами, может быть, неделями. Такие же тоже обязательно, я думаю, что женщины есть. Но это рыцарь Пентаклей, это все-таки новый человек, но он присутствует в вашем настоящем. То есть здесь у нас не предсказание на будущее, это ваше настоящее. Рядом с вами какой-то мужчина, примерно он также серьезно относится к вам, как вы к нему. Этому человеку и его словам, обещаниям, безусловно, можно доверять.
И, судя по всему, эта история это перспективная. Знаете как, эта история перспективная, однако это дорога к любовному треугольнику. То есть у вас сейчас в настоящем есть какой-то молодой человек рядом, надежный и серьезными намерениями, но в будущем у вас между вами и этим человеком, вот из настоящего, не из прошлого, не из будущего, из настоящего, у вас с этим человеком не складывается пара, а складывается троица, любовный треугольник при участии еще одной женщины. Вот она, королева кубков. Представляете, да? Ну и вам уже решать, нужны вам эти отношения, которые есть сейчас или которые зарождаются. Здесь нет, кстати, соперничества. Эта королева совершенно злодейкой вам не выпадает. То есть ее не надо там бояться от нее бежать. Но, тем не менее, у вас здесь тоже нет эксклюзивного договора, эксклюзивных прав, но в любом случае ваше настоящее, личное, любовное, не пустое. Вы не одна. Да, это не кубки, о большой страсти и о большой любви карты не говорят. Это пентакли, то есть вы можете видеть скорее доверие или какую-то взаимную выгоду, но тем не менее какой-то подходящий в мужья герой рядом с вами есть. Другое дело, что он еще кому-то, кроме вас, в мужья подходит, но это уже детали, не будем разбираться. Что карты советуют вам, как найти правильную свою счастливую личную жизнь? Ну, неожиданный совет, пятерка мечей. Пятерка мечей, первая победа карта называется, это карта ссор, скандалов, безосновательных претензий. И по этой карте люди ведут себя некрасиво. В позиции совета она вам выпадает. Прямой совет избегать выяснения отношений. Вот подумайте, избегать. То есть от вас не нужна сейчас инициатива в этом деле, особенно, ну, знаете, такая разрушительная. Эта карта предупреждает, если вы сейчас задумываете, например, вывести кого-то на чистую воду, с кем-то откровенный разговор затеять, кому-то выставить претензии, счет. Ну, знаете, разобраться. Ни в коем случае не начинайте, ни в коем случае этого не делайте. Кстати, это же пятерка мечей, и на каком-то правовом, юридическом уровне не советуют вчинять иски, не советуют затевать там какой-то раздел имущества и вообще какие-то сложные, такие эмоционально напряженные споры полностью она исключает. Вам нужно подождать, потерпеть, залечь на дно, промолчать, отказаться от какой-то борьбы, возможно, конкурентной. В общем, пусть что-то некрасивое обойдет вас стороной, обойдется без вашего участия. Ну, а теперь, конечно, будущее. В будущем очень выразительный портрет вам выпадает, конечно. Это очень выразительный портрет. Так, это получается у нас, да, паж кубков. Вы знаете, паж кубков – это самая главная карта в колоде Таро, которая обещает новое романтическое знакомство. Вот именно паж кубков. То есть вас ждет новая любовная встреча, новый человек. Новый, я несколько раз повторяю слово «новый», потому что это важно. Это человек, которого вы сейчас не знаете. Вот в тот момент, когда вы смотрите гадание, вы не знакомы с ним, не знаете имени и фамилии его. Новая встреча, новое знакомство, то есть зарождение нового чувства, новой влюбленности. Вам описывают карты. Здесь есть у нас рыцарь, тоже кубков, безусловно. И рыцарь кубков. Видите, паж и рыцарь кубков. Но паж скорее это упор на то, акцент на то, что новое знакомство. А рыцарь кубков это уже портрет. Мужчина сильно влюбленный вас ждет. Знаете, такой пылкий человек с горящими глазами. И, может быть, настоящий поэт в душе. Рыцарь кубков – это мужчина, молодой человек,
который не только много чувствует, испытывает романтических эмоций, но также много и активно умеет их показывать. Это мужчина, который при случае может и стихи какие-то вам написать, но, безусловно, будет дарить много букетов. Кстати, рыцарь и паж вместе – это портрет ведь довольно молодого мужчины. Как правило, это мужчина младше вас. И какая-то изобильная и очень семейная история вас ждет с этим человеком. То есть у вас будет новая семья, видите, десятка кубков. Причем десятка кубков – это всегда не семья на двоих. Это не только пара, это обязательно присутствие других людей. То есть, каких людей? Дети, общие друзья вашей семьи, общие родственники и так далее, да? И так далее. Ну что ж, очень выразительное предсказание. Вас прямо-таки ждет какое-то торжество в личной жизни, причем довольно скоро. Я повторяю, что гадания, карты здесь без специального запроса, но они описывают события, которые происходят в течение года, максимум полутора. Мы увидели новое знакомство, счастливую семейную жизнь, очень похоже на рождение детей, причем ни одного даже, возможно, ребенка, множество детей, я хотела так сказать. И вы будете вдвоем, каждый со своей стороны, добросовестно вкладываться в это семейное счастье. Видите, восьмерка пентаклей, серьезные намерения. И серьезные намерения в браке, серьезные отношения. То есть вы будете, что называется, делать отношения, строить отношения, работать над ними, но и строить не только отношения, строить дом общий, местами, своими руками даже. Не скажу, что история эта обойдется уж совсем без разочарований, что-то такое мелькает. Вообще, когда много кубков, видите, у вас кубки, то есть история держится на эмоциях, на чувствах, а эта масть, из масти карту не выкинешь, как говорится, да? И пятерка кубков, то есть если вы сильно влюблены и сильно очарованы, то местами вы будете также сильно и горько разочаровываться, но это мелочь по сравнению со всем остальным. Вообще карты говорят, что вы с этим новым человеком, вот которого скоро встретите, проживете, ну так страшно, всю жизнь, видите? Карта мир, то есть всю жизнь до конца проживете. Очень добросовестно будете друг к другу относиться. Верность, еще восьмерка пентаклей, это же верность делу, верность семье, верность партнеру. И в то же время будет большая страсть. Она даже может разгореться позже, уже потом, когда вы будете в паре, может быть, даже в браке. Такие мы тоже случаи видим. И теперь оракул Симбалон нам какие-то детали хочет стремиться рассказать про портрет вашего героя. Видите, карта оракула Симбалон – это парные соответствия знака зодиака и планет-покровителей. Поэтому вот эти карты очень хорошо описывают портрет какого-то человека, именно портрет. То есть вот какой он, упрямый или чувствительный, такой, кто-то любит работать, а кто-то любит командовать другими. Все это карта оракула Симбалон. Давайте посмотрим астрологические портреты вашего нового героя, с которым у вас такая счастливая, страстная и очень долгая совместная жизнь выпадает. Так, одна карта, поэтому ошибиться нам нельзя, дорогие мои. Прекрасная. Прекрасно. Вот посмотрите, здесь два человека, мужчина и женщина, возделывают общий сад и занимаются домом. Карта эта имеет парное соответствие с знаками Дева и Весы. Мы знаем, что Дева и Весы – это одна из самых гармоничных пар в зодиаке вообще в целом. И вот здесь, собственно, создатели колоды постарались эту гармонию передать.
очень в большом согласии. Люди трудятся во имя возделывают общий сад, строят общий дом, воспитывают общих детей, ну и вообще стараются улучшать все общее. И видите, астрологическое соответствие с этими знаками имеет и восьмерка пентаклей. По сути, карты говорят об одном и том же. Здесь сад и здесь сад. Вот. То есть встретите человека, с которым будете жизнь прям вот именно строить. Карта это очень добродетельная, семья, здесь предполагаются дети, предполагается какое-то абсолютное полное понимание и дополнение, а штрихи к портрету астрологическому дева и весы. В идеале, наверное, вам может встретиться человек, как раз который вот на стыке, у которого смешанные такие характеристики между девой и весами. Например, у него может быть солнце в деве, а внутри, идеально, если у него Венера в весах, да, то есть планета в своей обители, то есть это будет очень партнерский, лояльный и по-настоящему добрый какой-то человек. Дева, весы, то есть карта вам предлагает мужчину, который родился где-то в самое урожайное время, да, в конце лета, в начале или в середине осени. Спасибо.